А любите ли вы распаковывать посылки из Китая, так как люблю их распаковывать я? Надеюсь, что да, потому что сегодня мы распакуем все то, что нам пришло за неделю. И с вами Бабл на канале Технозон. Поехали. Ну, во-первых, мы это все с вами уберем, потому что так распаковывать невозможно. Посылок на самом деле очень много к нам приходит в студию. Да, мы часть покупаем, часть нам присылают. Здесь мы с вами будем пробовать сделать обзор на все, что нам пришло. И, во-первых, мы сначала определимся, что же мы будем в конечном итоге обозревать. Ну, первое, это у нас DHL пришел. Тут обожаю, когда мне что-то отправляют DHL. Вот такая вот коробочка. Коробочка. В DHL еще... О, таможня вскрывала, да? Наверное. Ух ты. Я даже, по-моему, знаю, что это такое. Это знаете что? Это мини-проектор. Мини-проектор на Android. И это интересная штука. Ребята, это прикольная штукенция. Написано, что 4К Ultra HD in HD. Ну, в общем-то, будем разбираться. Однозначно на обзор. Это я даже не буду вот разбираться, вернее, даже спрашивать не буду, будет или нет. Какой-то пульт пришел. Пульт, не знаю, интересный или нет. На донгле однозначно. Кстати, я не знаю, вы, наверное, еще не подписались и не нажали колокольчик, а ведь очень много интересного мы уже обозревали и будем обозревать. Поэтому, ребят, ну подписываемся, нажимаем колокольчик, давайте посерьезнее к этому процессу. Ну, а также розыгрыши ценных призов подарков у нас на канале. И ссылка на очередной розыгрыш лежит в описании под видео. Пульт, ну, такой себе пульт, не знаю, тоже попробуем. Голосовой на донгле, не знаю, с мышью или нет. Больше здесь ничего нет. Следующее, это у нас написано сразу на этом наушники. Наушники. Упаковали так. О, большие пупырышки. Они не лопаются. Они не лопаются. Еще одни пупырышки. Китайцы, наверное, считают, что там настолько ценный образец, что прям, ну вот просто. Что это, двое одинаковых наушников? Ребят, двое одинаковых наушников. Интересно, кстати, одни белые, а другие, наверное, черные. Это очень интересно. Мы обязательно это посмотрим. Это наушники-вкладыши. Ага, вот так вот они сдвигаются. Слушайте, они даже заряженные пришли. Интересная штука, потому что у меня наушники все больше и больше спрашивают. Однозначно на обзор. И черные, и белые. Пойдет. Следующий у нас таможня так вскрывает. Видели, как перепечатывают? Не знаю, у кого как вскрывает таможня. Поделитесь, пожалуйста, информацией, потому что у меня зачастую вскрывают припохабно. И потом припохабно перепечатывают. Видите, коробочка чуть помялась. Это у нас TV Box X3 Air. X3 Air? Нет, это, знаете, что самое интересное? Написано X3 Air, а это Transpeed. Ну, наверное, Transpeed X3 Air. Да, это Transpeed X3 Air. Будем смотреть, что это за TV Box. Однозначно на обзорчик. Это прикольненько. Пойдет. Интересно, что у нас будет. Поэтому следим за обновлениями на канале. А это я уже знаю, кто-то вскрывал и просматривал после получения. 100%. Это вот, когда у нас кто-то в студии имеет шаловливые ручки, то упаковка потом выглядит именно вот так вот. Здесь у нас... Ага, вот такая штука и... О, я помню, я это заказывал. Это HDMI сплиттер на 4 HDMI, по-моему, с возможностью прокидывания 4К 60 FPS с HDR. Давно себе выбирал вот такой вот HDMI сплиттер. Да, это он. 2.0B пробрасывает 4 в 1. Он металлический. Однозначно будем обозревать, пробовать, действительно ли он пробрасывает HDR, потому что мне иногда это надо, когда я хочу вывести на много телевизоров, вернее на один телевизор с разных устройств. Именно для этого он нужен. Здесь именно сплиттер 4 в 1. Не 1 в 4, а 4 в 1. И вот такая вот штукенция. Это у нас Android TV Box. 4х64. Что ж это за Android TV Box? Это, по-моему, X99 на 905X2 процессоре. Ребят, посмотрим, что это такое. Тоже на обзорчик. Что это, карточку какую-то приложили? Тоже пойдет. Следующее, что мы будем с вами обозревать. Кстати, 905X2 процессор я вот реально люблю больше, чем 905X3, потому что 905X2 он более стабильный, более холодный, менее греется, и он
действительно хорошо работает. А прирост производительности в 905X3, кстати, следующая посылка это геймпад IPEGA. Какая? Какая-то IPEGA, но я знаю, что это за IPEGA. Кстати, 905X2 действительно, вот я считаю, что лучше. Знаете, что это за IPEGA? Я с ней уже сталкивался, 9139. Но я как бы не держал ее в руках. С вот такими вот заменными штуками, по факту вы можете здесь конфигурировать вашу IPEGA как вам угодно. Вы можете переносить вот эти вот штучки в любое место. Допустим, здесь у нас будет теперь вот такой вот стик. Здесь у нас будет манипулятор. Вот так вот. Вот здесь будет манипулятор. И здесь внизу будут кнопки. Ну, как-то необычное расположение я выбрал. Ну, для больших рук самое оно. Слушайте, тоже интересный геймпад. Люблю обозревать геймпады, потому что я играю на ТВ-боксах. Пускай кто-то и говорит, что это невозможно. О, это уже наш посредник перепаковывал. Я знаю, это мы через посредника берем. Знаете, что это такое? Это полный клон Magic Remote с донглом. Вот такой вот Magic Remote. Правда, без голоса. Но он абсолютно похож, он совместим с пультами MR600 и 650 для LG. Это для телевизоров LG, классная штукенция, будем обязательно пробовать. Почему? Потому что, если вы помните, я свой Magic Remote угробил, короче, да, вот так вот, если прям простым языком говорить. Поэтому Magic Remote зачетная штукенция. Дальше, я смотрю, это все от посредника, да? Дальше, ага, даже пупырочка есть, класс. Дальше, что это у нас такое? А это, слушайте, я вспомнил, я его заказывал. Это классная штукенция. Для ТВ-боксов самое оно, для ноутбуков самое оно, если вы планируете в поездку именно не для ноутбуков, допустим, для смартфонов, если вы их используете с большими экранами, как хаб для создания, грубо говоря, какого-то подобия компьютеров. Это штукенция, складная клавиатура с тачпадом. При этом она еще и заряжаемая. Интересно, она заряжена хоть как-то? Нет, она разряжена полностью, но мы ее обязательно обозреем. Вот это зачетная штука, я ее обязательно буду использовать. Потому что мне зачастую не хватает именно полноценной клавиатуры для настройки ТВ-боксов где-нибудь в каких-то походных условиях. А здесь, я боюсь даже представить, что здесь такое. Потому что в последнее время очень часто вываливаются какие-то секс-игрушки нам в рекламе. Не знаю, кто-то у нас, наверное, из студии лазит и просматривает их на Алиэкспрессе. И, может быть, кто-то даже заказал у нас секс-игрушки, тут меня хотят что-то кинуть. Я предупреждаю сразу, если это окажется то, что я думаю, то, блин, на весь YouTube покажу, что у меня админ студии заказывает на Алиэкспрессе. Сейчас посмотрим. Ух ты. Ну, написано G-Pointer.G, наверное, да? Вообще, первый взгляд, наверное, больше подтверждает. А нет, ребята, хотя выглядит он, конечно, ты видела, что это такое? Хотя выглядит он, конечно, именно то, о чем я подумал, но нет, это не то, это поинтер, даже такой же резиновый. Нет, ребят, это поинтер металлоискатель. Это металлоискатель поинтер. Он на батарейках или на аккумуляторе. На чем он вообще? Если он еще и вибрирует. Кольцо какое-то к нему. Это трешак, ребята. Вообще, это трешак. Что там еще есть, а? Что ты ржешь, сидишь? Ну, вываливайся. Что это такое? Оу, это еще и держатель, поняли, на пояс. Короче, сюда какие-то батарейки должны идти. Еще понять бы какие. G-Pointer. Слушайте, он реально резиновый. Так, надо посмотреть, какие батарейки, подготовиться к обзору. Короче, какая-то 9-вольтовая батарейка. Я так понимаю, что, возможно, это Крона. Да, это Крона, скорее всего, потому что она именно по контактам подходит. И поэтому вот Крону мы купим, обязательно пускаем на обзор. А знаете, почему вообще здесь появился этот G-Pointer? Потому что у меня есть одно увлечение, я хожу с металлоискателем. И нам должен еще приехать большой металлоискатель. У меня есть, кстати, металлоискатель Пират. Наверное, те, кто увлекаются, знают. И когда придет большой металлоискатель, мы сделаем целую выездную съемку и покажем, что можно делать. И покажем, что можно делать с этим самым поинтером и плюс различными металлоискателями.
металлоискателями. Но выглядит он, конечно, зачетно. Я такое вижу первый раз. Главное от админа студии спрятать подальше. Это все дело. Дабы не начали рассматривать все усиленно. По пальцу попали. Так, это у нас уже перепаковывали. Оу, знаете, что это такое? Это Xiaomi видеорегистратор. Кто-то у меня спрашивал именно такой регистратор, я поэтому его и покупал. Даже спрашивал, наверное, человек 10. Вот это после выпуска Xiaomi Dashcam, вот этот Mi 70, меня спросили именно вот этот вот 1S. И мы действительно его купили для того, чтобы показать это своим подписчикам. Я думаю, что вам будет интересно. Обязательно тоже сделаем обзор. Слушайте, ну посылок прислали действительно много, почта работает. Коронавирус почте, скажем так, не помеха, здесь все в пупырке. Ну, а это ТВ-бокс V96 mini. Я вообще не понимаю, что у них там творится с этими аббревиатурами, вот этими V96, X96, H96. А слушайте, он тяжелый. Он тяжелый, я, честно говоря, видел, когда его заказывал, я видел, что за ТВ-бокс меня заинтересовала другая вещь. Вот эта штука в комплекте. Вот эта штука в комплекте меня заинтересовала, поэтому я его, в принципе, заказал. Я помню, что здесь какие-то не впечатляющие характеристики, но почему здесь 3D очки, при этом такого, знаете, формата не очень хорошего, скажем так. Это не самая продвинутая технология. Если 3D еще работает, я вообще удивлен очень. Откладывай это туда, здесь уже не помещается. Дальше. Вот, кстати, видели, как наш посредник перепаковывает нам посылки, он их получает, проверяет и перепаковывает, и мы получаем уже проверенные посылки, мне это очень сильно нравится. Это два пульта. Кстати, знакомый нам всем G10 Evolution, как я его называю, с подсветкой. Обязательно протестируем, на что способен этот самый G10. И плюс мы уже такое нечто подобное видели, только там с кнопками Netflix было, еще какими-то дополнительными кнопочками. Прячем все на обзор, все пускаем на обзор. Ох, и упаковали. В бумагу, видели, как пакуют в бумагу. Чего? Знаете, что это такое? Это классная штука. Это автомобильное зеркало с Android. По крайней мере, как меня уверяли, что она очень классная. Я думаю, что мы это все будем тестировать. Здесь есть камера, все под пленочками, есть громкоговоритель и само по себе зеркало, я так понимаю, с экраном. Если интересно вам сделать обзорчик, чтобы я сделал на это обзор, то обязательно подписывайтесь. Штука зачетная, если она еще и работает, как про нее пишут, классно. А здесь прям описывают, что там и HD камеры какие-то, Full HD, не знаю. Посмотрим. Так, что-то большое. Что-то тарахтящее. Раз, два. Так, какой-то ТВ-бокс. Еще один ТВ-бокс Transpeed. Ребята из Transpeed, да вы бессмертные, я смотрю. Судя по аббревиатуре 8К Ultra HD, то он на 905X3. Ну что ж, попробуем подразорвать его, посмотрим. Внутри такой малюсенький радиатор, что я уже ничего хорошего. Знаете, сейчас на просвет. Он очень маленький. Я уже могу сказать, что это, знаете, покупать не стоит. 5 ГГц, 40 мегабит, говно какое-то очередное. Ну, если это не так, то я, конечно же, реабилитируюсь и скажу, что это супер ТВ-бокс. Здесь у нас... здесь у нас, помните, у меня был обзор на точку доступа Bluetooth. А здесь вот такая вот штукенция. Это точка доступа Bluetooth тоже, да. Bluetooth 4.2, ресивер и трансмиттер. Ух ты, интересно. Сюда входит и трансмит, и ресив, 3.5 джек, и раздает на двое наушников, по-моему. Слушайте, тоже будем пилить обзор. Сейчас посмотрим. Вот здесь нет схемы подключения. Будем уже разбираться в самом обзоре. Но это интересно. Для нас это интересно. Она уже проверенно работает. Единственное, что нужно будет разобраться, как она работает. Пока самое интересное, что в этот раз в моих распаковках я пока еще ничего не откинул, то, что я не буду обозревать. Обозревать действительно буду. Смотрите, как упаковано, классно. Я обожаю вот такие вот брендовые штуки, которые очень классно упаковывают, особенно Китай. Это
Это Powerbank на 30 тысяч миллиампер. Еще и ручку положили. Твою ж мать. Хоко. Это Хоко, да? Да. Есть еще обращение, что дорогой наш потребитель, покупатель, еще и дали купон. Он тяжелый, нереально тяжелый. Неужели реальные 30 тысяч миллиампер они сделали этот самый Powerbank? Сейчас мы его откроем. Блин. Мы обязательно на обзоре этого самого Powerbank проверим реальную его емкость. У нас есть и нагрузка, и тестеры. Слушайте, ну его вытащить, это целый квест. О, вытащили. Даже Type-C выход, по-моему. Сейчас посмотрим. Ячель какой-то output, не знаю, что они имели в виду. Ну и такой маленький кабель. Вот знаете, обидно, когда выпускают классную зарядку, вернее, классный Powerbank и ни хрена не дают нормального комплекта кабелей в подарок. Он полностью автоматический, насколько я понял. Да, Type-C здесь есть. Слушайте, однозначно на обзор. Лайк за такой Powerbank крутой. Еще и ручка есть Хоко. Ну, это мы потом рассмотрим. Следующее у нас претендент. Кто-то уже лезть пытался, да, заглянуть, а? Тише. Знаете, вот в студии никогда нельзя оставлять посылки. Потому что вы рискуете к утру заметить, что половина этих посылок вскрыта. А я знаю, что это такое. Я его лично заказывал. Это карт DVR D30H с GPS модулем. Мало того, это еще и 4К автомобильный видеорегистратор на 2 камеры. Как мне сказали, крутая штука. Это мне советовал один из подписчиков. И она оснащена Wi-Fi, мульти-ченнел, камеры вращаются во все стороны. Обязательно протестируем. Если она действительно 4К, если она действительно отвечает заявленным характеристикам, то это одна из самых классных камер будет. А есть крепежи вот на стекло, есть крепежи на стекло, есть GPS-датчик, есть крепеж, есть вот такие вот штуки для того, чтобы его куда-то цеплять. Есть куча каких-то аксессуаров, есть вот такая вот автомобильная зарядка, AC-адаптер. Есть еще какая-то лопатка, есть какая-то салфетка. Что это такое? Нет, это карт-ридер. Есть гарантия на 12 месяцев. Слушайте, вообще реально крутая штука. Монтажная мембрана. Вот комплектность этой хрени вообще абсолютно крутая. Тоже однозначно лайк, однозначно на обзор едет. Что это за бздюха вообще? Вот это бздюха. Это бздюха, это наушники. Боже мой, какая прелесть. Они наушники замотали в скотч. Где-то что я знаю, что это за наушники. Стоят они 5 баксов. Мне стало, знаете, я их купил только из-за того, что мне интересно стало, что же за 5 баксов, ну вот, короче, я даже их не могу сейчас отодрать, открыть, хотя стоило бы, попробую, хочу посмотреть, как они выглядят, насколько они соответствуют картинке, ну, короче, стоят они $5, насколько вообще, что можно купить за $5, ой, это такое дешевое, то есть здесь такой пластик. Ух, похожи они на AirPods. Я посмотрю, что это за наушники. Но больших иллюзий я питать не буду. Но закончились посылки. Беда-то какая, а? Беда-то какая, что точно все? Я в шоке. Короче, ребята, все. Посылки закончились. Если вам интересно, что мы будем обозревать, я очень сильно, короче, хочу вот этот вот мини-проектор обозреть, потому что мне нужен именно мини-проектор, допустим, в какой-нибудь поездке 2х16, модель EMK95. Ну, здесь вообще написано мини-проектор 4К Ultra HD. Здесь сверху органы управления сенсорные. Он весь такой, знаете, soft touch. Ух ты. Ладно, ребят, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся, чтобы не пропустить обзоры всего этого добра. Мало того, у нас будет еще очень много информационки сейчас готовится. Ну и с вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребят.